через один день разбора машины. Машина стала вот такой. Я почти снял все окна, двери. И тут только остались двери. Машину надо было обязательно всю разбирать, потому что вот такие вещи здесь присутствуют. Ржавчина. Такие вещи. Такие. Вот здесь вот это все. Ее нужно срочно укреплять. И так далее. На машине очень много грязи. Сейчас я ее выгоню, отмою и загоню. Наш УАЗик после мойки. Впервые в нем пахнет не маслом, а фейри. Что, друзья, в составе проекта АИБГА есть проект Буханка. Надо быть очень брутальным, чтобы решиться на такое. Мы сами в шоке. Мы хотели, Саня хотел ее просто подкрасить, немножечко зачистить. Получилось, что пришлось разобрать все. Ох, красота какая. Сань, что у нас тут, расскажи. Что мы сделали? Мы сделали укосины. Вот так Сейчас вот я отсюда. двери. Так. Все вот эти уголочки приварены. Это все мы приварили, потому что штатно машина, это такой большой советский лего, сделай сам. Вот. Выгребли всю грязь, ржавчину, сделали кучу укосин. Сейчас я ее прогрунтовал. Вот они укосины. Иначе кузов входит туда-сюда. Да. Это? Вот это приварено, это я делал. Вот, с той стороны давай покажем. Тоже это рамка жесткости. Вот здесь это все сделано рамка жесткости. Сварено для того, чтобы машина не играла, когда она едет. Вот можете сюда показать, какая машина была, вот здесь видно. Да, вот так вот советская машина устроена. Вот. Дальше. Вот это это то, что нам еще предстоит. Ребята, помните, у нас осенью машина ломалась, и Паша мне такой ночью скидывает фотку, короче, говорит: Саня, вот схема, как буханка устроена, ну, залезть там все просто. Ну вот это, можно я вымутюсь, это как просто. Я не уверен, что мы это соберем вообще. В общем, да. Тоже был план зачистить только ржавую всякую хрень. В итоге, вот видите, она зачищена полностью до металла, до блестящего. Потому что она вся была вот так вот в точечку в ржавчине. Вот это все зачистили. Вот тут, вот это все было в ржавчине. Вот это все как бы пришлось очищать. Вот здесь были дыры, вот здесь были вот такие вот дыры. Я видео снимал, вот. Как бы оно не идеально я замазал, но как бы для буханочки хорошо будет. Потом вот здесь с этой стороны у нас был угол мятый, нам уже достался он мятый изначально. Она была вся такая покореженная, ну и в общем сделал тоже более-менее хорошо. Осталось покрасить и собрать. Тут прям красота, тут грунт, смотрите, как краска пультом. Вообще. Это уже на что-то такое люксовое похоже, смотри. Да, тешь себя надеюсь. Ну что, черный УАЗик у нас уже есть, но это как-то несерьезно, просто черный УАЗик. Поэтому мы добавим немножечко красок в эту жизнь. Это тоже Раптор, но колируемый. Его можно сделать любым цветом. Открываем баночку. Как вы думаете, какой будет цвет? Хорош, да? Контраст. Главное не ляпнуть. Обычно у машин контрастные детали черные. Но поскольку у нас УАЗик уже черный, значит контрастные детали будут оранжевые. Бодяжим
Раптор. По-хорошему это бы делать все с весами, там, миллилитрами. Я вчера пытался шприцом вот этот мерять. У меня шприц вывалился. Вот это все безобразие из-за того, что шприц развалился. Поэтому будем делать так, на глазок. Нам нужно половину. Вот это вот беленькое, это колируемый раптор. Вот здесь половина. А теперь нужно 1/10 от этой половины сюда налить. Включаем глазомер. Ядрён батон. Хороший цвет. Да, ну и Раптор на сегодняшний день по цене золота, наверное. Можем торгануть, пару банок лишних осталось. Так что да, если что, пишите в личку. Пару банок черного. По спекулянтской цене. Активатор. Рапторовский стаканчик, меточка. Нам нужно ровно половину. Ровно половину. Tonight is a good time to live your life. Вот. И готово. Мы тут уже все. Уа! Они розовые? Не, еще оранжевые. Я еще не совсем нанюхался. Ну вот так вот мы видим нашу эту историю. Зачем быть таким искрым и скучным? Надо быть веселеньким. Бамбалео. У вас когда-нибудь были такие оранжевые колеса? А у нас будут. Чудо расположения от завода УАЗ. Вот эти все провода висят вот там, вниз, туда, куда летит грязь, всякая срань, тосол, вообще все. И вот это все грязнющее, оно там вот так вот болтается, поэтому... А вот это реле бензонасоса, бензонасос ни с того ни с сего может перестать работать. Почему не вывести это нормально в салон, непонятно. Да, проводка, собранная на скотче. Что можно сказать? Молодцы, конечно. Вот он у нас родной предохранитель УАЗовский. Какие-то тут проволочки. Где их искать? Какого сечения? Ну, да вообще все это выглядит очень несовременно. На машине 2012 года. Так, был куплен разъем вот такой. Ну, как его сюда приделать, я не придумал. Так, чтобы это было надежно, не тряслось. Поэтому все, что осталось от разъема, это вот такие контакты. Получилось это не очень дешево. 150 рублей такой разъемчик стоит с контактами. Поэтому для двух других предохранителей купили просто контакты. У нас в магазине 5 рублей такой стоит. Паяли. Ну, в принципе, сейчас берем предохранитель. Берем. Раз. В общем-то, вроде ничего. Теперь вот осталось вот здесь вот все заизолировать, уложить в гофру и обратно подключить. Ну, конечно, не годится никуда такое. Все болтается, все по корпусу. Это, конечно, швах, то, что идет с завода. Ну, хотя бы в гофру бы проложили. Ну. Засунули все жгуты в гофру, чтобы ничего у нас нигде не терлось. Теперь самое интересное. Засунуть это обратно и подключить. Пока что выглядит ужасающе. Ну что, главное не бояться. Ну, мне уже страшно. Задача сегодня машину завести, собственно. Какая задача? Так, провода протащили. Начинаем потихонечку соединять. Короче, очень переживательный момент. Снимаем первым кадром, чтобы эмоции были.
общем, вот это все было разобрано, вот Паша кишки все эти показывал, Паша все это скрутил, смотал. Сейчас, если заведется, будет круто, не заведется, пойдем водку пить. Нет, не водку, коньяк. Сейчас мы поедем. На пеньках. Слышал? Слышал. Короче, тут надо релюшки зачистить. Да. Коротить там. Так, ну знаю, что мы делаем? Нельзя этого делать внутри гаража, но на улице минус 10, 20 какой-то март, а на улице минус 10 и снега куча, поэтому делаем в гараже очень аккуратно. Что делаем? Смотрите. Так звучит просто дверь УАЗика. Так звучит дверь Нашего УАЗика. нашего УАЗика. Короче, занимаемся бесшумкой. Но поскольку штатная бесшумкой вот такой кусочек стоит 300 рублей, на обычную небольшую машину нужно там, ну, десяток таких кусочков, можно пойти и купить, не делать мозги. Но УАЗик огромная машина, и таких кусочков будет херова туча, поэтому делаем проще. Это техноникель, ну, типа модного рубероида. Почему говорю, что нельзя этим заниматься в гараже? Потому что нам приходится делать вот так. А потом вот так. Уже по-другому звучит. Короче, все просто. Приклеивается к металлу какой-нибудь толстый материал, за счет этого металлу просто неудобно вибрировать и звук становится глуше. Ну, самый простой пример, берем колокольчик, он звенит, ставим к нему палец, он уже будет издавать такой дук-дук-дук-дук, он не будет звенеть, да? То есть на этом основана, в принципе, виброизоляция. Приклеить что-то к металлу, и металл перестает звучать гулко, звонко. Смотрите какая. Уже это не звучит как консервная банка, хотя в ней еще нету внутренней отделки, но она уже... Что-то отвалилось. Тоже здесь обклеили все это рубероидом, сверху закатаем раптором. Зачем? Здесь голый металл на улицу выходящий, и никак это не закроешь никакой обшивкой, никакой отделкой. И это все звенит, это все холодно, некомфортно и так далее. Вот, просто его обшили, сверху закатаем краской, уже будет помягче, уже будет поприятнее. Но опять же, она уже не гудит, как звенела и так далее. Ну, делаем из буханки что-то более разумительное.